Всю ночь лил дождь. Такой хороший. Сейчас вот туман вокруг. Коровы мычат, петухи кукарекают. Спать не дают. Хотя уже время 7:30 утра, надо вставать. Доброе утро, Земля. Напоминаю, что я нахожусь в Абхазии. Я не одна, с приятелем Петрухой. Сначала мы были в Домбае неделю, потом день в Кисловодске, день в Пятигорске. Вот сейчас мы в Абхазии. Кто не смотрел предыдущие фильмы, рекомендую посмотреть. Ссылки будут под этим фильмом. Ночь прошла отлично. Правда, всю ночь поливал дождь, но в принципе в дождик спится очень хорошо. После вчерашней жары было прям отлично. Сегодня, наверное, жары не будет. У нас сегодня должен быть переход до озера Амткел. Надеюсь, у нас это получится. У меня вот такой сублимированный творог. Его просто нужно заливать водой обычной, питьевой. Он напитается и будет обычный домашний творог. Я первый раз такой беру на пробу. И такая же у меня сублимированная сметана. Сейчас я ее тоже водой залью, она тоже станет сметаной. Это самый деловой петух тут. Говорят, он может броситься. Чё слушаешь, стоишь? Красавец. Ну, такой творог у меня получился. Свежайший. Вот такая сметана. Атака индюков. Они так смело к Пете бежали, что я думала, сейчас на него нападут. Опа, опа. Надулись какие, красавцы. Чего вы так любопытно встали и смотрят такие? Этот, смотри, как на пьедестале. На пьедестале стоит на камне. Самый деловой. Этот засранец у меня уже 2 раза напал сегодня. Причем из-под тишка нападает. Просто идешь, он сзади кидается и все. Такой наглый петух вообще. Вот пока не видишь, он сзади на ноги нападает. Хорошо хоть не царапает, просто крыльями бьет и собой больно бьет. И всех шугаешь, пугаются, а этот вот наглый стоит, не убегает, наоборот. Мы уже тут лагерь собрали, все, собрались в путь. Купили у хозяев меда. Будут рюкзаки наши еще тяжелее. До свидания, прекрасное место. Мы уходим на озеро Амткел. Ой, этот петух меня все-таки поцарапал, оказывается. Я думал, он просто крыльями бьет, а оказывается, он когтями меня поцарапал.
Вот так вот связываться с петухами. Самый наглый. Хозяйка предупредила, что он такой наглый, что он может нападать. Главное, Петя его дразнил до этого, а я вообще его не дразнила. Напала на меня 2 раза уже. Вообще, сзади, главное, из-под тишка стою, рюкзак просто собираю, он подбегает сзади, дыщ такой на меня нападает. Наш трудовой день начался. Это на камеру насыпь. Давай, залазь. Так нам повезло, немножко нас подвезли, 2 километра или 1,5. Говорят, там тяжелый подъем будет в гору. Воды не будет, будет на солнце. Петя потихоньку сходит с ума от жары. Шучу, конечно. Вообще у нас должна сейчас по пути холодная речка быть. Надеемся, что там будет вода. Это будет последнее место, где мы сможем помыться и воды набрать. Дальше воды не будет. Где-то должна быть пещера по дороге. Может, это она. Не похоже. Фу. Вот там что-то похожее на пещеру. Вот такие виды уже открываются. Дорога такая довольно красивая. К жаре еще духота прибавилась, потому что ночью был ливень, гроза всю ночь. И до сих пор там где-то тучи ходят, но все равно солнце жарит без конца. И за счет этого создается парниковый эффект. И реально идешь как в бане, вот паришься, еще рюкзак тащишь. Просто жесть. Короче, пещеру мы где-то прошли, мы ее даже и не увидели. Там это я снимала, не пещера была. А сейчас мы типа идем вдоль холодной речки, но речки не видать. Все будем надеяться, что там хоть ручеек какой-нибудь будет где-нибудь. Ополоснуться хоть да передохнуть. А так дорога довольно живописная. По крайней мере, пока. Что-то удобно. Как будто пещера, но нет, это просто дыра в скале. Пойду дальше. Тут вот такие скалы красивые. Какая красота. Сколько бабочек. Вот она, типа речка холодная. Да, воды нет практически. Мох такой на камнях. Мы вышли к какой-то стоянке. Сейчас тут чуть-чуть передохнем. Даже костер кто-то жег. Тут реально палатку можно ставить. Здорово. Место такое классное. Буду знать. На всякий случай деревья какие, обалдеть. Переплелись как.
Я залетела. Главное. Фу, я вся мокрая, как мышь, реально. Тихонько. Сейчас посидим, вернемся туда, где холодная речка. Умоюсь. Маленько хоть. Лес тут такой хороший, хоть в тенечке охладиться маленько. Я тут вернулась назад помыться у холодной речки. Петя не захотел. Там дальше тоже вроде должна быть она. Кто-то там прыгнул где-то. Лягушка, наверное. Очки снимем, главное не забыть их. Ой, как хорошо. Кстати, солнце спряталось, не знаю насколько. Надолго ли. Все так-то небо затянуто, может быть и дождь опять будет. А тут уютное такое местечко Зоровское. Тут бы с палаточкой постоять. Еще одно такое дерево. Интересное. Это точно лес Бабы-Яги, наверное. Дерево, как из сказки, такое дремучее. С таким дуплом. А дупло это вход куда-то. В сказку в какую-нибудь. Ну, типа о потерянном времени, что типа того. Лес реально очень дремучий здесь такой. Тут, походу, очень редко ходят люди. Тропинка такая еле заметная. Чем дальше идет тропа, тем она сложнее. Ее, видимо, здесь вообще не чистят, редко ходят. Буреломы, завалы, и тропа еле-еле заметная. Вот такими камнями вся, бревнами. Короче, лазить приходится по таким джунглям. Здесь ощущаю, как будто бы точно в джунглях каких-то, только где-нибудь в Африке. Такие вот каменные своды. Лианы местами висят. Правда, вода где-то есть. Я думаю, в Африке такого, наверное, нет. Вообще так вот места похожи очень на джунгли. Тяжело ли тебе, Алина? Да, мне очень тяжело. И душно. Сейчас солнце спряталось. Хоть полегче стало немножко идти. Но при этом я очень-очень счастливая. А все почему? Потому что я могу. Я счастливая, что я могу это делать.
И понимаю, что, возможно, наступит когда-то тот момент, когда я не смогу. И я буду вспоминать вот эти свои счастливые моменты. Я об этом всегда помню. И поэтому в любые моменты я умею испытывать счастье и радоваться тому, что есть. Умею жить в моменте и быть счастливой в моменте. Вот здесь холодная речка, более полноводная. Место очень красивое. И видно, как испарения от воды идут. Не знаю, передает ли камера, мне кажется, передает. Вот видно, туманчик небольшой. Вот здесь испарение хорошо видно. Теперь Петя пошел. А я снова на этом берегу. А все почему? Потому что я побоялась, что Петя уронит мой телефон в воду. Он же меня снимал. Мне пришлось кинуть там рюкзак, вернуться назад по холодной воде, взять телефон. И сейчас я стою, жду, пока он перейдет, и я опять пойду переходить. То есть мне пришлось перейти воду трижды. Камни еще скользкие и острые. Ногам еще и больно. И страшно поскользнуться с таким рюкзаком. О, какое мшистое поле Курума. Мы сейчас по нему идем. Красиво, но очень скользко. Ёлы-палы, нам сейчас вот здесь вот наверх вот так подниматься. Я чувствую, долго там подниматься. А нам говорили про это. По Куруму там похоже. Подъем будет очень резкий набор высоты. Вот такой веселый у нас подъемчик сейчас будет. Ну что, мы же любим веселиться. Не, мы выходим из зоны нормального некомфорта и входим в зону глобального некомфорта. Вот какие глыбины огромные.
Да, все выше и выше. Ну, тропа пока идет вот здесь. Ну и набирает потихоньку высоту. Вот это перевальчик. Прям как в Пергаках. Вот такие виды. Солнце только что зашло, оно еще и жарило. Вот тут мы поднимаемся. И вот туда. Думаю, нам еще далеко подниматься. Решили передохнуть чуть-чуть. Тяжело ли тебе, Алина? Я сейчас умру на месте. И снова воскресну. И дальше пойду. Такие перевалы тут, оказывается, есть. Пойду ли я еще? Конечно, пойду. 100 раз. А может 200. Насколько мне хватит, короче. Столько раз буду ходить. Все время. Всю жизнь. Блин. Пока включала камеру, он упал, хотела снять. Короче, меня клещ укусил. Впился. Вот. Сюда. Маленький. Что-то про клещей-то мы и не подумали, что они тут есть. Тем более в сентябре. Оказывается, есть. Ну, укусил. Ничего страшного. Прививка. Мы, короче, потеряли тропу. И вот по этой жести сейчас заползали. Очень опасно, страшно. Камни сыпятся. Просто катятся. Ногу ставишь, катится. Вторую ставишь, катится. Сыпуха вот эта. Очень страшно. Поднялись сначала. И сейчас вот оттуда сюда переход сделали. Еле-еле. Еще и дождик ко всему пошел. Вообще веселая прогулка у нас сегодня. Ну, мы же любим веселиться. Короче, по карте показывает тропа, что туда надо. Мы сейчас попробуем вот через эти дебри пролезть. Но не факт, что получится. Какая жопа здесь. Черт возьми. Больше никогда туда не пойду. Не знаю, найдем ли мы тропу или как-то так будем выкручиваться. Это мы вот с той сыпухи, получается, зашли вот сюда, вот в эту дремучку. И мы не можем тут тоже пролезть. Тут просто дремучий лес и камни. Очень тяжело, рюкзаки за все цепляются. И тут еще эти колючки, которые шипы впиваются. Это вообще ужас. Это хуже сланника. Капец, пошел ливень натуральный. А мы вот этот вот лесок, это яма среди скал вот этих, среди этого курума. И мы тут просто встряли реально. Пытаемся по карте к тропе выйти. Просто жесть. И еще сильнейший ливень пошел. Мы тут под деревьями пережидаем. Сейчас вот как-то вот, наверное, пойдем в эти джунгли тропу искать. Жесть.
Вот мы встряли, а. Короче, мы тут вот так вот спрятались под такой нишей. Дождь сильно льет. Все мокрое. Вон. Мы тоже все промокли. Вон там сейчас посидим. Вот переждем дождик. Капец, мы встряли, конечно. Вот такой у нас гротик, мы тут сидим. Там льет дождина. Просто из-за деревьев не сильно видно. Там прям ливень льет. Все, у нас тут домик, мы, короче, тут жить будем. А что, сейчас на ночь тут останется. Отдохнем и с новыми силами. Все сегодня надо пить, да. Как ты сказал? В одном месте нужно в жопе побывать. Нет, он сказал, ну интересно же в Абхазии в жопе побывать. Я говорю, да везде надо в жопе побывать. Вот мы сидим, реально в жопе в дыре какой-то черной. Жопа мира. Сюда точно никто вот не заходил. Вот 100%. Ну 99,9. Просто трэш реально. В каких-то дичайших местах находимся. Просто среди курума, скал, вот такая вот овраг с деревьями. И мы вот тут вот в этом овраге сидим. Через деревья кажется, что он меньше, а на самом деле, мне кажется, что там очень сильно идет. Дождь усилился. Там грохочет, и такое ощущение, что он не собирается прекращаться. Плохо вообще. Как мы отсюда выберемся, ё-моё. Да, вот так вот нас застала непогода. Тут уже нас заливать начинает потихоньку. Вода попадает уже в грот. Капает вон на рюкзак. И вот здесь, где я сижу, вот капает. Да везде прям бежит вон. Надо как-то выруливать отсюда. Жесть. Вот возле моих ног капает. Короче, везде. А там все грохочет, и дождь не хочет прекращаться. Надо выходить как-то. А так вот люди в Абхазию едут на море, отдыхать, купаться, сувенирчики покупать, ходят там себе фруктики едят. Ну вот так вот ходят походники, как мы, по Абхазии. Они едут в Абхазию, чтобы в жопе мира побывать. Полазить по скалам, потеряться где-то тут, в каком-то гроте засесть, в дождь попасть, исцарапаться. Вот так. Кто зачем едет в жаркие страны? Солнышко. Солнышко. Да будет свет. Господи, хоть бы этот дождь закончился. Я сейчас плакать реально буду от счастья, если солнце будет так светить. Как оно меня сегодня жарило, мне было жарко, но я все равно Пете говорила, что это лучше, чем дождь. И все равно пошел дождь. Давай, давай, солнце. Погоняй дождь, мы уже хотим идти отсюда. Мы уже минут 40 тут торчим. Как нам повезло, что мы этот грот тут увидели, я увидела. И вообще вот этот спуск сюда. Потому что мы по карте посмотрели, что тропа-то не сильно далеко отсюда. То есть, возможно, у нас получится выйти наконец к ней. Лишь бы дождь закончился. Сейчас, наверное, все-таки пойдем. Все, мы решили прорываться через эти джунгли, через мокрые. Пока дождик меньше стал и солнышко выглянуло, надо идти. То вдруг на весь день затянется все это. Вот про эти шипы я говорила. Они прям впиваются в кожу. Они просто цепляют. Их можно не заметить, они зеленые, запнуться об них. Вот они везде тут и идешь. И вот тут вот наверху вот шипы растут. И просто они тебя цепляют, рвут кожу, рюкзак и все на свете. Вот так мы продираемся тут.
Аллилуйя. Мы вышли на тропу. Господи, мы ее нашли. Вон из той вот джунгли, с тех джунглей мы вышли. Угораздило же нас залезть куда-то опять. Но у меня по-другому не бывает. И у Петрухи так же. Потому что мы такие, два сапога пара называется. Но обязательно надо в жопу какую-нибудь залезть. Иначе без приключений-то скучно как-то. О, мы опять в джунгли зашли. Но уже по тропе. Строго по правилам. Идем. Красиво тут. Реальные джунгли, елки-палки. Мшистые деревья. Лиан не хватает. Мы оставили свои рюкзаки. Поднялись тут на какую-то возвышенность. Тут есть тропа на водопад. Мы решили налегке сбегать. Потому что с рюкзаками очень тяжко. Вот такой водопадик. В принципе, небольшой. И нам повезло, кстати. Скорее всего, его не было, но так как прошли дожди. Вот там грота или пещера. Там очень скользкий подход к ней. Мне лень, да, рюкзаки снимать, не пойдем туда. Тяжко уже, намучились и так. Все, идем до озера. Так, вот здесь, видимо, вода должна бежать. Мы тут опять рюкзаки на тропе оставили. Видели, что там должен где-то водопад и еще один быть. Решили пойти посмотреть. Походу, тут вода должна бежать от этого водопада, но ее нет. Возможно, и водопада нет там. Такие улитки иногда ползают здесь. Сама коричневая. Вернее, ракушка у нее коричневая, сама синяя. Синего цвета. Она такая прикольная. Синяя улитка. Первый раз такое вижу. Ну, как мы предполагали, вот здесь должен водопад быть. Вот. Но здесь нет, даже в дожди. Здесь какое-то ущелье. Ой. Ага. Что-то тут тоже, наверное, должно стекать. Ну, вот здесь должен водопад, по идее, быть. Маленький. Ну, здесь, по идее, должна вода бежать. Я тут спокойно иду. Что-то там, по-моему, еще интересненькое есть посмотреть. Такой лес. Дремучий. А тут вот стоянка была у кого-то. А вот там наши рюкзачки стоят. А мы вот сюда решили куда-то залезть. Мало нам приключений. Залезла я сюда, тут вон узкий такой бортик. И вон Петя там стоит, уже фотографирует. Там, видимо, виды. Сейчас он оттуда уйдет, и я туда пойду. Такая высота тут. Вот такой вид. Вон, видите, какие тучи.
Дождь опять идет, но не такой сильный, как был. О, какая скала. О, красиво. Обалдеть. Меня поражают такие масштабы. Красиво очень. Не зря мы сюда залезли. Смотрите, какой необычный лист я нашла. Такой цвет интересный. На самом деле ярко-желтый, камера не передает. Надо же, как он в середине, главное, потемнел, по краям желтый остался. Туман небольшой в лесу. Дождь все идет и идет, усиливается. Гром гремит. Какой там грот огромный. Хотелось бы зайти, но тут спуск капец, все мокрое. Мы уже так устали. Дождь все идет, мы тоже все идем. Дождина вообще усилился. Я тут встала под вот такие лианы. Опять вперед ушел. Дождь вообще сильный, ливень. Я думаю, он там тоже где-то спрятался. Ё-моё, никак не прекратится этот дождь. Мы уже все мокрые, у нас мокрые рюкзаки. Ну и мы насквозь, естественно. Ну, про ноги там уже говорить нечего. Благо не холодно. Постою, подожду. Очень тяжко с рюкзаком с таким стоять. А снимать на такое мокро тоже неохота. Какие дела? Озеро уже рядом. Но мы могли бы дойти даже под этим дождем. Но у нас там домик-то никакой не ждет. Нам же палатки надо ставить. Такой ливень разве поставишь? Лучше переждать немного. О, наконец-то мы дошли до озера. Дождик немножко стих, но еще идет. Вообще при солнце оно должно быть бирюзового цвета. Сейчас просто дождь идет. Туман такой. Обалденно большое, огромное озеро. А тут вот рыбацкая стоянка. Мы сейчас тут укроемся от дождя. Покушаем. Потом дождик переждем. Может, он наконец закончится. В конце концов. Тут, наверное, конечно, грязь, как всегда. Но укрыться пойдет. Вот еще сильнее дождь усиливается. Вот тут даже продукты какие-то есть. Мешки всякие. Обалдеть. Даже в палате есть, спать можно. Вот так сидим на какой-то рыбацкой стоянке. Очень далеко от людей, в Абхазии. У прекрасного озера Амптел. Да, палатки будет ставить не очень, если дождь закончится. Кушать уже охота, надо, наверное, разгребать, что-то сварить, поесть. Вон что творится, время 6-й час, вообще жесть просто. Мы таким макаром и к озеру не выйдем, здесь будем ночевать, блин. Нам повезло, что тут есть такая стоянка, иначе бы мы не знаем, что делали. Я так проголодалась, что я решила себе двойную порцию киселя заварить. Такой густой прям сделала. Вкуснятина.
брусника, малина. Люблю вот этот кисель, у него хороший состав. Наконец-то дождь. Вот только-только перестал лить. И мы сразу еще не доели толком. Решили на озеро посмотреть без дождя. А вон внизу, наверное, можно и палатки, в принципе, поставить. Только прямо у воды. Вон там, видишь, место? Прямо у воды. Только там, наверное, грязно. Хоть бы солнце выглянуло, что ли. Да, озеро красивое, но сильно грязное, мутное. И с него воду, походу, не попьешь. Да и покупаться не знаю как. Мы в расстройстве, не знаем, где воду брать. Вот здесь видно, какого оно цвета красивого. Да, жаль только мутное. А так красиво. Большое, конечно, озеро. Короче, воды нигде нет. И мы решили, взяли бурдюки, бутылки. Уже время, где-то 6:30. И мы сейчас решили дойти до того водопада, который был у нас по пути. И хотя бы там воду набрать. Это примерно около 5 километров общего пути. Идти надо быстро, иначе скоро стемнеет, а мы даже палатки еще не ставили, и дождь не прекращается. Сегодня, конечно, у нас день полный приключений вообще. Мы по карте нашли колодец и искали его, искали. И в итоге вот нашли. Но там вода такая, запах такой себе. Будем кипятить, другого выбора у нас нет. До водопада очень далеко идти, там 3 километра туда, 3 обратно, уже вечер поздний. Нам еще рюкзаки надо забирать и в лес, скорее всего, пойдем вставать. Нам еще возвращаться, потом забирать рюкзаки. Мы решили в лесу стоять, потому что озеро негде просто. Вот, и другой воды мы сегодня не добудем, поэтому решили эту воду добыть. Ой, блин. Кипятить будем, что делать. Кстати, я так за рюкзаки переживаю, просто капец. Когда мы уходили, я взяла самое ценное. Это паспорт, карты, деньги, зажигалку, нож и, конечно же, кота. Мы пытались сначала родник найти и не нашли. Он указан на карте, но его почему-то нет. Вот мы уже воды набрали в колодце. Петя все-таки решил еще раз проверить. Хотя там, где точка, там нет родника. Мы его не нашли. Какой туманище вокруг. Мы с родника еще идем. Очень долго. Очуметь. Так вот заблудиться можно. Если дороги не знаешь. Короче, мы свои маленькие рюкзаки с водой оставили здесь там в лесу, где хотим встать. И бежим за большими. Надеемся, с ними все в порядке. Уже темнеет. Мы все бегаем по этому лесу туда-сюда. И то воды удалось добыть какой-то смутной, непонятной. Все, рюкзаки наши на месте, все нормально. Фу, как я же переживала, а. На месте рюкзаки. Вот так вот уже в лесу ничего не видно. Это я без фонаря снимаю. Ну, на самом деле посветлее. Вот там просвет, и вот Петя стоит. Мы вернулись за малыми рюкзаками своими и решили все-таки возле озера встать. Тут сильно темно, а нам сейчас палатки ставить. Мы еще вообще ничего не сделали. Ночью решили не делать, короче, так. Иногда мусор спасает. Замутили костер из того, что было. Пластик спас. Банки всякие пошли в ход, бутылки, чтобы прожечь костер, потому что все мокрое, сырое. Костер очень сложно разжигать. У меня, короче, кот сильно вымок. И футболка, в которой я сплю.
Мне сейчас задача это все высушить и все, и спать пойти. И ноги надо как-то почистить. Они просто мега грязные, царапанные. И все насквозь мокрые. Вот. Когда мы еще дошли на озеро, я думала, мы придем, во-первых, рано, не думала, что так тяжело будет идти. А во-вторых, думала, мы здесь постираемся, помоемся, покупаемся. В итоге на деле оказалось все вот так. К ночи только расположились, все грязные, чумазые, царапанные, вонючие. Пытаемся высушиться у костра. Я баиньки пошла, даже не поела. Ложусь спать голодная. Абсолютно все мокрое. Вот футболка, в которой я обычно сплю, она вся мокрая. Котик у меня весь мокрый. Вот. Там, конечно, костер. Я не стала у костра сидеть. Спальник у меня единственно сухой, потому что он лежал у меня в пакете. И термобелье сухое, но я его здесь не надеваю, потому что здесь достаточно тепло, чтобы в термобелье будет жарко спать. Зубы почистила, помылась. Благо мы набрали воды, я ноги даже помыла. И сама тоже немножко помылась от грязи, от этой, от всей. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Ночь прошла хорошо. Господи, сколько мы вчера пережили, вы не представляете. В самой жопе мы не снимали. Это было что-то. Мне уже вчера реально было вообще на все просто, вообще все равно. Просто хотелось спать. Вечером, когда потемнело, выли шакалы. Мы с Петей еще по лесу, когда туда-сюда бегали, с этой, то за водой, то с водой, то еще без воды, то еще чего-нибудь. И слышали, как шакалы выли. Потом здесь недалеко где-то птицы эти, то ли филины, то ли неясыть, в общем, какие-то совы там без конца ухали, тараторили. Такие дела. Медведь не приходил, волков я не видела, вот шакалы только были. Все, надо вставать и приходить в себя, так сказать, завтракать, покушать. Я же вечером не ужинала. Так мы вчера свой лагерь поставили, прям вот, можно сказать, на тропе. Потому что здесь палатки вообще негде ставить. Сначала хотели в лесу, потом передумали. Решили у озера стоять с красивыми видами вот такими. Дождик так и идет, вон я вижу по озеру видно. Да. Интересно, распогодится сегодня или нет. Мешало бы все просушить, все просто мокрое, вообще все. Хоть и в пакетах даже все было упаковано в плотных, довольно в хороших, все равно промокло. Ну вот единственное, спальник не промок и термобелье, они у меня были хорошо замотаны. Остальное просто все промокло. В ходе вчерашних событий я повредила баллон. Он загнулся весь, сейчас его выправляли, потом поджечь не могли, он газ как-то неправильно выдавал или не выдавал, в общем. Я даже пальцы обожгла зажигалкой. Газ не загорался на моей горелке. Потом поставили на Петю, но он тоже не загорался. Но в итоге загорелся. Вот сейчас наконец-то воду грею. Я пить хочу, не могу. У нас нет питьевой воды. Надо вот эту закипятить. Остудить. Тогда только можно попить будет. Петя решил на костре готовить. Но я решила на газу. Так быстрее будет. Тем более, что у меня 2 баллона газа, я их просто так таскаю. Я решила их, короче, использовать. Ну, как раз закипело, надо подождать минут 5. Покипятить потише сделаю. Потому что вода не из колодца, конечно, но что-то она такая себе. Пусть покипит. Там облако такое зависло. Испарение теплое. Везде влага, сырость.
Но при этом до этого жара стояла, вот от тепла испаряется влага. Прикольно, так облако зависло. Петя, иди со мной зарядку делать. Что, не пойдешь? Зря. Очень хорошо мышцы разминаются. Моя столовая. Да, какао, потом себе заварю. Тут у меня кипяток. Тут всякие шоколадки, казинаки и кашка. Овсяная с кукурузной смешанная. С миндалем и медом. И котик сидит такой. Нам тут на прошлой стоянке Ляпа, хозяин, у которого мы стояли. Кто не смотрел прошлые части, посмотрите. Мед подарил свой домашний. И мы у него еще потом купили себе домой. Вот он такой вкусный, настоящий. Я мед обычно не люблю, а этот прям мне нравится. Вкусненький медик. Добавила в кашку. Я, кстати, сегодня первый раз спала в махровых носках. Я вчера так замерзла, что даже в носках не могла согреться в пуховом спальнике. Это вообще капец. У меня все сырое вообще. Я легла вся сырая. Волосы полностью мокрые, кот мокрый. Конечно, я согреться не могу, у меня все сырое. Даже комфортнее было, чем там. Вот там такая красота. Солнышко маленько выглянуло, и вон там вот облако. Прям такое густое. Ой, такая красотень, ё-моё. Наконец-то солнце выглянуло. Вся палатка в инее, в конденсате. Влажность высокая. Еще и дождь был. Все мокрое, даже с другой стороны. Там тут подсохло, вот там видно, что мокро. Ой, хоть бы солнышко не ушло, высохло бы все. Ну, вот это облако вообще красота. Надела сырую юбку, сырую футболку, на мне все высохнет. Солнышко вышло, жарит, парит. Как вчера вот сначала парило, жарко было, душно. А потом дожди налил. Надеюсь, сегодня не будет дождя, пусть лучше жарит. Вот, и мы пошли прогуляться вокруг озера. Ну, не вокруг, а тут вот половину озера пройдем. На ту сторону хотим посмотреть, что там, как там, перспективы. Может, там искупаться можно на той стороне. Вот. Прогуляемся, а потом пойдем обратно в лагерь, возьмем рюкзаки и пойдем уже в Радиалку до водопада за водой. Ну и там еще, может, куда зайдем. Короче, сегодня такой гулятельный день. Спокойный, надеюсь.
Вот так вот хотим прогуляться. Вот так. Тут придется по камням полазить. И вот туда, на ту сторону. Хотим посмотреть, как нам с той стороны. Потому что с этой стороны глина. И прям озеро очень мутное. К нему не подойдешь, ничего. Вот. Мы хотим посмотреть, может быть, с той стороны можно подойти к нему как-то. Реально вообще в нем искупаться или нет. Вот видите, там глина. Сплошная глина. И прям такая каша. И только подходишь, вот заходишь, эта муть сразу поднимается. И вот эта вся глина будет на теле. То есть там и ногами увязнешь сильно. Ну, в общем, не зайдешь, не покупаешься с этой стороны, по крайней мере, точно. Вся эта глина будет в тебе. В одежде, в трусах, в майке, везде. Вот мы хотим поискать место, может быть, где-то можно зайти без глины. Реально ли это? Такое озеро классное, так искупаться охота и не зайдешь. Там вот обрывы везде. Отвесные скалы. Не подойдешь никак. Вот с той стороны, может быть, реально. Хотим проверить. Ну, какие тут глыбы огромные. Нам туда идти. Красиво так-то. О. Я, кстати, сегодня в общем в ботах, чтобы ноги грязными такими не были. Еще и эти надела гамаши, чтобы не засыпалась грязь всякая в обувь. Такие скалы, камни огромные. И мы тут затерянные в этих камнях. Вот это позади нас. Вот за этим камнем наш лагерь. Вот здесь такой обрыв. Прям вообще проходишь, и скала такая. Можно сразу в озеро Булька искупаться. Желание же есть. Красиво, конечно, тут места такие довольно дикие. Людей вообще нет практически. Ну, сегодня нет, по крайней мере. Вот озеро с другой стороны. Большое, красивое. Но недоступное. Пока я не вижу подхода. Все так же, как и там. Эх, такое заманчивое. И не подойдешь.
тут идем по такой тропинке, и прям такой резкий склон. Вот я прямо держу камеру. Прям очень тяжело идти, чтобы он туда не скатиться. Тут палки такие интересные из воды торчат. И вот реально прям скат сильный. И вот нога наклоняется, получается. Сложно идти по такой узенькой тропиночке. Здесь вообще прям обрыв. Реально. И вот здесь деревце так растет, интересно, прям на самом краю. Да. Я-то не ожидала, что так круто здесь будет. Вот там просто река впадает в это озеро, и мы хотим посмотреть, реально ли там воду брать, мыться и все такое. Короче, чувствую себя выживальщиком в невероятных условиях, в которых нет воды. Ее нужно срочно добыть. И такой идешь по обрыву, лезешь, карабкаешься, превозмогаешь. Опасности тебя ожидают на пути. Ну, камера не передаст, конечно, какой тут обрыв. Вот, и в итоге непонятно, чем это закончится. Добудем ли мы воду. Ой, блин. Еще и бревна скользкие, колючки. Короче, мы еще все обходим озеро по какой-то шакалей тропе. На тропе были шакала какашки, она еле заметная тропа такая. И тут резкий прям спуск вниз. Все по обрыву идет. Просто из-за кустарников не видно. И все в колючках. Скользкое. Колючки за жопу хватают. Это все подряд. Без как способ. Вот с этого склона мы спустились. Это просто капец. Там так скользко. Какая-то тропа непонятна. Может, и люди иногда ходят. Но там, блин, вообще она никакая. Такой обрыв. Здесь тоже нигде не покупаешься. Вообще все так же в глине, старых всяких бревнах, деревьях засохших. Мы вон туда путь держим. Надеюсь, у нас получится пройти. Там непонятно, может там каша какая-нибудь глиняная. Здесь какая-то мертвая зона. Как кладбище какое-то реально. Старых деревьев. Когда-то эти они живые были. То вот мы все-таки дошли до другой стороны. Жалеем, что не взяли бурдюки. Мы же на разведку шли, не думали, что тут вот так вот круто. Что нам придется вот это вот проходить тут. Да, явно тут долго засуха была.
Все повысыхало, все фонтаны. И даже озеро, скорее всего, здесь была вода. Все высохло. Мы вот дошли до той стороны озера, где вон ручей. И чтобы тут перейти туда, тут либо переплывать. Ой, сколько тут старых деревьев. Либо вот, видите, обрыв. И вон Петя уже забрался. И попробуем сейчас там со стороны, реально, надеюсь, пройти, спуститься вон туда. И вот так вот обойти. И, наконец, к воде добраться. Если это реально, то мы будем возвращаться в лагерь, брать будюки, бутылки. Ой, и опять такой маршрут делать нелегкий. Особенно вот там, где обрывы всякие. Надо было сразу брать, но мы не знали, что как, решили налегке прогуляться, проверить. Лезем тут через джунгли вот с такими колючками, блин. Вон просто жесть. Нашли тут какую-то, как будто бы, типа тропу похоже, но это явно не люди, люди бы вот так не ходили. Это явно животных тропа. Идем все в колючках, колемся тут. По крайней мере, тут хоть протоптано, хоть как-то можно пройти. Вот это мы никак не ожидали тут в такой глуши увидеть. Тут, оказывается, еще одна халабудина стоит. Очуметь. О, здесь даже печка есть. Тут морозов-то не бывает. Печку кто-то сюда. Ну, она вон дрявая вся. А, непригодная, наверное. Труба вся проржавела. Короче, это старая постройка. Она он уже скоро рухнет, наверное. Может, когда-то тут и это, рыбаки и останавливались. Как они сюда добирались? Ё-моё, может, тут раньше не было такой жести. Так, сейчас на ширике все сниму. Как всегда, мусора дофига везде. Палаты тут вообще хорошие. Сохранились хорошо. Даже лампочка есть, но у нее обрезан провод. Просто тупо висит и все. Котелок хороший. Ну, так и видно, что запущение, мне кажется, заброшено все. Ну, ничего, мы наткнулись. В такой глуши, вы не представляете, ё-моё, как сюда лезть. Вряд ли сюда кто-то сейчас ходит. Ну, может, крайне редко. Вот так это строение выглядит с другой стороны. Ёлки, это ж надо сюда как-то это все донести. Жесть.
Мы тут пробиваемся еле-еле. Тут такие заросли, что ну, не похоже, чтобы тут кто-то ходил. Я говорю, что это строение очень-очень старое. Даже никаких троп, ничего не видно. Все заросло. Мы тут идем с колючками боремся. Я вон на том берегу заметила еще одну избушку или там, не знаю, халабудину какую-то. Вон. Не знаю, заброшена она или нет. И как туда вообще реально пройти. Потому что там тоже все в таких зарослях. И это прям на той стороне находится. Короче, чтобы вы понимали, вот этот островок, который я вам показывала, что нам надо перейти к речке-то. Он просто бесконечный какой-то и весь вот в зарослях в таких. Это вот кажется все так мило на камере. Тут такие колючки, непроходимость реальная. И вот еще фиг знает сколько туда идти. И вообще проберемся ли мы на ту сторону за водой. Вообще не знаю, есть ли смысл даже дальше идти. Просто жесть реальная. Мне кажется, что тут когда-то давным-давно то ли охотники, вон какой обрыв, то ли рыбаки построили эти вот халабудины и ходили когда-то. Сейчас это все заброшено. Ну, может, редко кто и заходит. Но крайне редко видно, что все заброшено в упущении, все в зарослях каких-то заросшее. Если бы постоянно ходили, была бы нормальная тропа туда. Там ее просто реально нет. Джунгли. Мы опять в каких-то джунглях, короче. Вон. Видите, пошел на спуск. Здесь вот попроще идти вроде бы. Колючек таких нет. Легкая прогулка превратилась опять непонятно во что. Не думали мы, что просто пойдем прогуляться на ту сторону озера. И что здесь такая жопа. Опа. Алина упала, скользнулась. Очень скользко, камни под ногами, под мхом их не видно. Они крутятся, катятся. Петя сказал, не пойдет сюда за водой. Типа, ну его нафиг. Такие дебри. Мы уже просто сейчас уже спортивный интерес дойти. Мы лучше, наверное, на водопад сходим. На тот вчерашний. Там хоть и малая вода набрать можно. Да, так что, товарищи туристы, если вы соберетесь на озеро Мкелна в Абхазии, я вам не советую сюда идти с ночевкой. Здесь нет воды, здесь вообще нет ничего для того, чтобы здесь спокойно постоять с палаточкой, искупаться в озере. Вот вам фигушки. Я тоже себе сказку представляла. Придем, будем купаться, плавать, загорать, трусики стирать. Во, называется. Фиг вам. Сюда только просто в радиалку. Вот на ту сторону, где мы встали. Дошли, посмотрели на озеро, ушли. Все. Больше тут делать нечего. Обычным туристам я имею в виду. Ну, если вы хотите такой жопы, и вы такие, как я, то welcome. Мы с Петрухой, блин, разошлись. Я снимаю, он не ждет. Никогда. Паутина в лицо, супер. Поздравляю, Алина.